Яхуй, ребятки, мы снова вместе на канале Море. И я безумно рад вернуться к вам в канун Нового года. И вас ждет, надеюсь, яркий, веселый, праздничный выпуск. Есть хорошее поверье, что Новый год – это эпоха перемен. И перемен, конечно же, к лучшему. Но все мы знаем, что чтобы получить что-то хорошее, надо приложить титанические усилия. И наши последние недели совпали с необходимостью делать визаран, улетать из Египта, возвращаться обратно, находить новую квартиру, обустраиваться в ней. И, наверное, только сейчас я могу с уверенностью сказать, что в новый 2024 год дракона мы входим широко расправленными крыльями. За это время были отсняты просто терабайты информации, шикарного видеоматериала, были продуманы идеи для новых видеороликов. Мы познакомились с инструктором TDI, SDI, он вошел в нашу замечательную команду, и еще с огромным количеством начинающих и профессиональных дайверов, которые изъявили желание дать интервью для нашего канала, рассказать о своей подводной жизни, поделиться лайфхаками. Особый упор будет сделан на моральную и психологическую подготовку молодых подводников. А моя жена, Людовик, нашла в себе силы и желание в эти не самые жаркие дни получить сертификат Advanced. Но не тот Advanced, который получал я у египетского инструктора, сильно порезанный, облегченный, а Advanced Adventure Course от инструктора SDI. Это сложно, это нервы, это слезы, это неожиданности. И про это все я тоже вам расскажу, тем более, что процесс еще движется, не все экзамены сданы, но Людовик стойко проходит через все невзгоды и лишения подводной службы. Вот, но что ж, это все ждет вас в новом году. А что же сегодня? Сегодня у нас Рождество, а значит, хорошее время, чтобы дарить подарки. И я хочу вам подарить путешествие. Путешествие на, наверное, самый зимний, самый волшебный, самый праздничный дайв-сайт Хургады. Даже не Хургады. Это место относится к зонам для погружений Суэцкого пролива. А еще я научился волшебству. И сейчас я вам его продемонстрирую. Так. Сейчас. Но такой себе волшебник, скажете вы, и будете правы. Но знайте, чтобы отправиться в волшебное подводное королевство в канун Нового года, надо обладать, если не способностями к магии, то уж точно хорошей фантазией. Чего-то не хватает. Немножко рождественской, дайверской. Ну вот, как-то так. Чем не база. Мы в город Изумрудный, идем дорогой трудной. Да, оснащение команды, надежного капитана, знающего маршрут к волшебному королевству, можно найти только в правильном месте, с правильной атмосферой. Когда люди подходят к процессу творчества, этот процесс затрагивает и всех остальных людей. Merry Christmas! Merry Christmas and a Happy New Year! И мы, в принципе, очень даже рады участвовать во всем этом событии. Круто, круто, просто круто. И сегодня мы не только хотим показать вам, как празднуют Новый год под водой, на яхте, но и подготовили для вас специальный подарок. Мы вместе с вами отправимся на самый удивительный, самый волшебный и уж точно самый зимний дайв-спот Хургады. Чтобы не напугать жителей сказочного королевства звуками мотора, нам придется попрощаться и с нашим зодиаком. Дороги назад нет. Может, от того,
и название волшебного рифа – безвозвратный, или Карлис риф, или даже среди крестьян и простого люда дайв-спот Карлсон. Поправляем праздничные наряды и готовимся к погружению. Самое важное, как завещал известный плюшевый медведь, озаботиться лучшим на свете подарком. А лучший подарок, по-моему, яркий бочонок с шампанским. Конечно же, нельзя заявиться на новогоднее мероприятие к Снежной Королеве, не проверив содержимое бочонка. Помните, что при погружении его нужно периодически приоткрывать, чтобы праздничный нектар не смешался с соленой водой. Ну и не грех отведать в процессе. Мало ли что. Брют. Королеве должно понравиться. И вот оно, приграничье царства Снежной Королевы. У нас просто захватывает дух от открывшегося зрелища. Я бы сказал, перехватило дыхание, но даже в стадии максимального восхищения задерживать воздух под водой запрещено. Осмотримся. Вся территория королевства будто бы покрыта снегом. Все вокруг белоснежное, но такое живое. Этот алебастровый мир наполнен невероятным количеством вееров грагонарий, акропор, паритов. Даже огненные кораллы, обычно желто-оранжевого цвета, тут выглядят белоснежно. Нас окружают бесчисленные небольшие пещеры и трещины, инкрустированные мягкими кораллами, усыпанные живыми подводными жемчужинами, а их жители уже активно готовятся к предстоящей встрече праздника во Дворце Королевы. Такое обилие рифовых и пелагических видов, а также красота и роскошь коралловых образований обусловлено тем, что царство подвергается действию течений, приносящих множество питательных элементов. Что уж тут сказать, логистика в королевстве налажена изумительно. С каждым новым пройденным метром явно чувствуется приближение к столице. Рифовые образования увеличиваются в размерах. Тут и там из земли возникают столовые кораллы. Зрелище завораживает своей нереальностью. И уже даже не верится, что всего одно, по человеческим меркам, поколение назад, в 1998 году, безвозвратный риф чуть было не исчез с лица Красного моря. Нашествие кровожадной армии морских звезд вида терновый венец, питающихся коралловыми полипами, превратило это сказочное место в мертвую пустыню. Мне до сих пор не верится, что за столь короткий, по меркам истории, промежуток времени достопочтенная королева смогла вернуть рифу свою первозданную красоту. Надо обязательно спросить во время аудиенции, как ей это удалось, ведь и надводному миру очень бы пригодился такой опыт. А кто это прячется у нас здесь, в ветвях акропоры? Так это же наш связной, дворецкий Ее Величество Алеша. Он обещал провести нас к вратам Королевского дворца. Однако сейчас предлагает прогуляться туда самим, ориентируясь на большие скопления местных жителей и их яркие цвета. А заодно познакомиться и с жителями столицы. Что ж, почему бы и нет? Ведь праздничные антиесы действительно являются прекрасным ориентиром, а новое знакомство как раз наш конек. Давайте же взглянем на самых главных советников Снежной Королевы. Вот, например, премьер-министр, крылатка Людмила, серый кардинал безвозвратного рифа. Благо сегодня и нет дела до политических интриг. Боясь опоздать во дворец, она в последнюю минуту пытается закончить укладку волос в теплом течении. Желаем удачи, ведь она ей пригодится. До дворца отсюда еще добрых 3 версты на морских коньках. В праздничные дни ценник они заламывают несусветный, а могут и просто не приехать. Большинство жителей королевства и приглашенных гостей уже собираются на главной площади, между 3 столовыми кораллами, в тени огромной акропоры.
Не так часто жителям поверхности достается аудиенция Ее Величества, и уж совсем редким счастливчикам доведется быть приглашенными во дворец. И вот она, сама королева Валентина, появляется из глубин безвозвратного рифа на радость подданных. Публика встречает своего монарха громом пузырей. Шикарный наряд из карапакса состоит из 50 идеально подогнанных пластин. Он не скрывает следов ужасных укусов врагов королевства и остатков запекшейся крови. Такой доспех выдает правительнице настоящего воина и мудрого руководителя. Ее снежное величество любезно соглашается показать нам свой дворец и познакомить с самыми близкими придворными. Поспешим, ведь в отличие от фаворитов и ближайшего окружения, наши запасы воздуха не безграничны. Главное здание всего королевства в полуденном солнце выглядит маняще. Смелые формы, полное соответствие всем экологическим нормам. Дизайн элементов явно выдает эльфийское происхождение архитекторов, а уже эти ушастые свое дело знают. Lучшие материалы, пожизненная гарантия, новейшие системы охраны. Кстати, об охране. Вот этот дерзкий темный солдат у ворот – первый охранник королевы Максимилиан. Он не допустит никого в покое своей подопечной. Непрошенным гостям тут не рады. А ключи от святая святых есть только у него и у дворецкого. Зато появилось время рассмотреть саму дверь. И это что-то невероятное. Где-то на стене рядом ожидаешь увидеть каноничную надпись «Скажи пароль и проходи». Но все оказалось не так просто. Чтобы попасть в недоступные простым смертным чертоги, нужен не только ключ, а еще и специальный танец. Хорошо, что Алеша подоспел как раз вовремя. Ритуал исполнен. Оставляем горшочек шампанского на кушетке снежной королевы в знак всеобъемлющего уважения и продолжаем знакомиться с персонажами из ее окружения. Вот придворный шут и весельчак-попугай Роберт, известный балагур. В свободное время от непосредственной работы он предпочитает набивать брюхо вкуснейшими кораллами из королевского сада. В соседних покоях две придворные дамы, Сабрина и Мариника, красуются друг перед другом праздничными нарядами, пытаясь определить самую достойную кандидатуру на звание первой красавицы рифа. А вот на уютном балкончике разместилась начальница службы разведки, Мурена Эльвира. Не обращайте внимания на ее пугающий внешний вид. Такая работа. Первой узнавать обо всем, что происходит в королевстве. Недостатки зрения компенсирует огромная сеть секретных агентов. Попробуем их вычислить. Так. Кажется, тут притаился младший оперативный сотрудник, голожаберный моллюск Тёма. Взглянем поближе. Что тут скажешь? Размер у шпиона идеальный. А вот над шпионской раскраской еще надо поработать. Чересчур броский для бойца тайной службы. Ничего, подрастет, наберется опыта. То ли дело скат Саша. Использует особенности местности и местной виски, чтобы скрыться и сильно не отсвечивать. Как говорится, слияние и возлияние. Допустим. Но до сотрудника месяца явно не дотягивает. Чтобы найти чемпиона оперативного отряда Эльвиры, нам пришлось попотеть. Осьминог Антоша и сам не рад свалившейся награде. Он так хотел стать лучшим, что застрял в собственной явочной квартире. И теперь точно пропустит праздник. Пожалуй, выбор лучшего разведчика волшебной страны мы оставим на ваше авторитетное мнение. Не забудьте рассказать о нем в комментариях. А сами, на остатках воздуха, поспешим на королевский бал. Нашу дипломатическую миссию с поверхности возглавляет Кирилл. Мы сердечно поздравляем его и его семью с наступающими праздниками и благодарим за уроки придворного этикета. Праздничные танцы омрачают только тот факт, что нам пора покидать это сказочное место. С другой стороны, безвозвратный риф влюбляет в себя настолько, что мы обязательно вернемся. А пока есть возможность, пустимся в плясное мелководье. Да и продолжим на поверхности. Праздник ведь. Главное, никого не забыть. А то ведь Снежное Королевство может распалить в молодых романтичных умах желание остаться там навсегда. Правда, любимая? Всплывай. Самое время перейти к поздравлениям двуногих. И в первую очередь Dive Club Deep Dream и его самую лучшую часть Blue Marlin Red Sea. Атив, дорогой, лови поздравления. Кетча, Атив. Хоу-хоу-хоу!
Мы хотим сказать тебе огромное спасибо за твой позитив, человечность и терпение. И за суп, само собой. Гениальная идея. Первая тарелка достается Дорис. Добрая наша Дорис. Мы знаем, как долг и сложен был твой путь к дайвингу. И гордимся тем, что ты часть нашей команды. С праздником! Всем тем, кто окружает нас на яхтах каждые выходные, вы самые лучшие и яркие звездочки Красного моря. Я больше не могу ржать сегодня. He's so big. So big. Капитанам, экипажу и особенно поварам наших родных лодочек Фьюри и Дримэм низкий поклон. Леночка, тебе отдельное спасибо за профессионализм и помощь начинающим дайверам. Антонио, спасибо за воскрешение веры в человеческую искренность и честность. И за спорт. Не болей больше. Поздравляю. Антонио, как погодка, как здоровье. О, фантастично. Нужно нырять. Ждем. Вместе у нас получился отличный отряд, растущий над собой с каждым твоим уроком. Роберт, ты, конечно, тот еще упертый Рудольф, но все мы знаем, что внутри ты добряк и пусечка. Поменьше эгоцентризма, побольше доброты тебе в новом году. Всегда с нетерпением ждем вашего с Ирой прилета и уже скучаем. Саша и Вика, у нас с вами одно желание на всех. Я очень надеюсь, что в этом году оно сбудется, чего вам искренне желаю. Да, еще раз. Ура! Бесплатно. Раз, два, три. Ура! Все? Алеша Солей, Башар, мой милый и добрый Мо, самый чуткий на свете Бади. Счастливого Нового года и Рамадана. Ихаб, спасибо, что открыл для меня мир дайвинга. Поздравляю и скучаю по нашим крайне эмоциональным погружениям. Валентина, яркое украшение любого праздника. Мой самый надежный застольный коллега. С наступающим Новым годом дракона. Максим, Сабрина, скрывающаяся от камеры Мариника. Пусть в Новом году вас преследуют только непрекращающиеся радостные события. Неожиданный переход. Что-то у тебя плохое отношение к фламинго. Умри, скотина. Бэкдор канала такой. Да. И пусть у него больше, зато моя золотая. Андрюша, Аня, крепитесь. В 2024 вам грозит очень серьезный улов. Спасибо, что вернули мне настоящую рыбалку. А соль дождалась своего рыбачка. Очень офигенный это. От вас я жду искрометную фразу на предмет сегодняшних результатов. Результаты говно. Мамуль, люблю безмерно. Спасибо за переживание и поддержку. Надеюсь, на этих крыльях вы с Валентиной вернетесь к нам и сами и привезете с собой непослушного дядю Толю, искрометного Георгия, хлебосольную Людмилу Федоровну и, конечно, моего сладкого котика Тэфочку. Скучаю по вам, семья. А тебя я все-таки сделаю дайвером. Рано или поздно. Тем более, что никто так внимательно не следит за моими видео, как ты. Значит, начальные навыки освоены. Целую и люблю. А для вас, мои дорогие подписчики, уже подготовлены самые лучшие рибы. В порту заждались самые восхитительные яхты. Оставайтесь с нами, ведь именно вы даете нашему каналу самый улетный вайб на свете. И, конечно же, я не могу не поднять бокал шампанского за Египет. Страну, которая позволила мне сменить офисную обстановку на что-то куда более душевное. Страну, которая дарит мне новые эмоции в каждый новый день жизни. Страну, которая не представляет удивлять и мотивирует двигаться вперед. И, что очень важно, страну,
которая вернула мне волшебство Рождества, воскресила ощущение праздника и надежду в лучшее. Расти над собой и процветай, мой прекрасный и уже почти родной Египет. Само собой, я очень хочу поздравить тех, кто оказался за кадром. Надеюсь, это станет мотивацией чаще появляться в объективе моей камеры. Леночка, Вик, Эльвира, Шурик, Ден, Борис, Полина, Ваджик, Данила. Все фанаты футбольного клуба «Милан» в мире. Все те, кто нас знает и помнит. Знаете, мы тоже думаем о вас. Так что одевайте скорее пижамные штаны, выходите на главные улицы ваших городов и верьте. Верьте в Рождество. Да пребудет с вами радость и уверенность в завтрашнем дне. Обнимаю. Конечно, ребятки, такое видео и такой день заслуживает каких-то правильных выводов. Но проблема в том, что делать их как раз не хочется. Сейчас появляется ощущение, что впереди еще столько всего яркого, хорошего, достойного, волшебного. Поэтому выводы мы будем делать лет через 10, через 20. Главное, чтобы вы, мы, другие люди, новые знакомые, старые знакомые, люди, которых мы еще не встретили, появлялись в нашей жизни и привносили в нее что-то доброе, хорошее, новое, чтобы наша компания, наше общество здесь росло, развивалось, чтобы каждый из нас находил в другом заботу, теплоту, уважение, взаимопонимание, чтобы каждый новый день приносил радость, приносил желание совершать новые открытия, находить что-то в себе, в других. Поэтому мы продолжим. Мы продолжим все вместе что-то делать, что-то узнавать, что-то находить. Ведь мир моря, он безграничный. Он достоин того, чтобы его постигать. Спасибо. Спасибо, что создаете мое море. С Рождеством и Новым годом! Яхой!